Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы будем проходить то, как подключать наш скрипт в HTML файл и то, что такое переменная. Прежде чем подключать наш JavaScript файл, мне нужно его создать. Для этого я нажимаю правую клавишу мыши и выбираю New File. Далее мы придумываем название файла script.js. Теперь, когда мы создали наш файл, мы можем его подключить. Подключаю я его перед закрывающим тегом body. Вот тут. Используя такой тег, как script. Далее в его атрибут SRK я передаю путь на наш ранее созданный файл. Очень важно подключать скрипт именно перед закрывающим тегом body. Это для того, чтобы HTML-страница успела загрузиться. Ведь если я сделаю это раньше, то JavaScript я не смогу использовать в нашем HTML-файле. Когда мы подключили наш скрипт, мы можем уже запустить нашу HTML-страничку. Для этого я на самом файле нажимаю правую клавишу мыши и выбираю Open with Live Server. Все, после этих действий у нас открылась наша страничка в этом браузере. Сразу хочу сказать, что этой опции у вас может не быть. Если у вас нету этой опции, значит вам нужно скачать соответствующее расширение. Чтобы его скачать, я перехожу в расширение. В поиске вписываю название нашего плагина. Называется он Live Server. Вот он. Далее, когда мы его открыли, у нас будет вот здесь кнопочка «Скачать». Он у меня уже скачан, поэтому этой кнопки нету. Но у вас она будет, вы нажмете и скачаете его. После того, когда вы его скачали, у вас появится соответствующая опция в этом меню. Теперь, когда мы создали JavaScript файл и подключили его в нашу HTML-страницу, мне бы хотелось убедиться, что все работает успешно. Для этого я открываю наш script.js и в него передаю соответствующую команду. Console log. В нее передам какую-либо фразу, допустим, название нашего канала. Далее мы переходим к браузеру, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем опцию Inspect. А тут вариант консоль. После чего мы можем увидеть, что то, что мы прописали в JavaScript файле, а именно вот тут в консоли, в круглых кавычках, мы видим и здесь в консоли. Это говорит о том, что мы подключили наш JavaScript файл правильно и можем далее его использовать. Пишите именно дословно, как и я. И если я пишу с маленькой буквы, то и вы также. JavaScript очень строго следит за тем, какой регистр я использую. И если я напишу тут с большой буквы, это уже не будет работать. В коде я использую такую функцию, как console.log. Что она делает? Она будет выводить в браузер все, что я прописываю в круглых кавычках. По сути, консоль использует для мониторинга наших действий. То есть, если нужно посмотреть, как работает наш код, или проверить какие-либо ошибки, то я использую консоль. Эту команду мы будем использовать крайне часто, поэтому вы быстро ее запомните. Пока что вам нужно запомнить, как ее прописывать. Я пишу ключевое слово консоль, .log и круглые кавычки. Внутрь круглых кавычек я буду передавать то, что хочу увидеть в браузере, то есть в работе. Мы попробуем прописать еще раз консоль ниже, но уже с другой фразой. Console.log, круглые кавычки, дальше строка и прописываем hello user. Как мы можем заметить, теперь две фразы мы видим в консоли. Первая и вторая. Когда мы убедились, что наш JavaScript файл работает успешно, мы можем переходить к основному материалу, а именно то, что такое переменная. Переменная — это именованное хранилище данных. В коде оно будет выглядеть примерно вот так. Let user name равно John. Чтобы создать переменную, я использовал ключевое слово let. Вот оно. Как раз это слово и говорит о том, что я буду что-либо создавать. Далее я придумал какое-либо имя этой переменной, username, то есть это выдуманное мною имя. После чего нажал равно и прописал значение. Если я захочу создать еще одну переменную, я буду писать ее в таком же стиле. Для этого я пропишу с самого начала ключевое слово let, которое говорит о том, что я создаю переменную. Дальше придумываем ею имя. Пусть будет lang page. Равно и присваиваем значение.
Переменных мы будем использовать очень много в нашем коде. По факту каждая переменная будет отвечать за какую-то логическую задачу в нашем коде. Пусть будет у нас переменная length и добавим еще третью переменную user age, возраст пользователя. Как мы можем заметить, все переменные написаны в одном стиле. Ключевое слово let, придуманное нами имя, равно и значение этой переменной. Давайте для мониторинга я выведу в консоль нашу переменную username. Для этого я прописываю команду console.log, уже нами ранее знакомую, и сюда в круглых кавычках я передаю название нашей переменной username. После этого действия мы можем заметить, что мы в консоли увидим слово John. Это связано с тем, что теперь, когда я пишу username, то вместо этого код читает конкретно его значение. И хоть я здесь и написал слово username, тут по факту теперь его значение, то есть слово John. Сразу скажу, что в нейминге переменных есть некие правила, и абы как назвать я их не могу. То есть не могу называть их с цифры, с какого-то спецсимвола, знака восклицания, собачки и так далее, так как есть некие правила. Давайте договоримся, что пока что мы все переменные будем называть только с латинских букв. Не будем использовать спецсимволы. В процессе нашего обучения каждый из этих нюансов мы будем раскрывать постепенно. Пока что вам не нужно усложнять какую-либо логику, мы хотя бы поймем, как создавать эту переменную, и для себя возьмем как правило называть их только с латинских букв. После того, когда мы объявили переменные, нам очень часто придется с ними теперь работать. Допустим, у нас приходит новая задача, и пользователь решил поменять свой возраст. И сейчас наша задача поменять возраст пользователя. Как я это сделаю? Я здесь пропишу название переменной userAge и поставлю к ней равно, после чего запишу новое значение 60. После этой строчки мы поменяли значение нашей переменной. Если ранее оно было 33, то здесь уже 60. Обратите, пожалуйста, внимание, что я здесь не писал слово let, то есть я не создаю переменную, я ее перезаписываю. Раньше я ее создал, а теперь вот моя логика перезаписи. Сделаю сразу одно очень маленькое уточнение, что до перезаписи наша переменная userAge равнялась еще прошлому значению 33. Но после этой ключевой строчки переменная поменялась и теперь равняется 60. Это говорит о том, что нам нужно будет еще следить за тем, какая последовательность кода. И если я бы использовал для каких-то действий нашу переменную userAge еще вот здесь, то я бы работал со старым значением, ведь оно поменялось у нас только после 11 строчки. Как мы могли заметить, то чтобы создавать переменную, я использовал такое слово как let, но это не единственная команда, которая позволяет сделать мне переменную. Я могу сделать переменную и с помощью такого слова как const. Например, const price равно 100.50. Визуально прописывается точно так же, если не учитывая то, что вместо const написано let. Создается такая же переменная и по таким же правилам, то есть ключевое слово, придуманное нами имя равно и значение. Но у переменных, которые объявлены через const, есть одно некое отличие. Если я попытаюсь перезаписать переменную через const, у меня возникнет ошибка. Вот она. Тут говорится о том, что я на строчке 15, вот этой, пытаюсь перезаписать константу, и JavaScript не понимает и ломается от этого действия. Как мы могли заметить, в консоли мы будем работать очень много. В процессе написания кода консоль нам будет очень помогать, особенно тем, что если возникает какая-либо ошибка, мы сразу можем увидеть ее в консоли. Сразу скажу, что не все ошибки мы будем видеть в консоли, но большую из них часть точно. Так что если в вашем коде работает что-то не так или не так, как вы хотели, первым делом мы открываем консоль и смотрим, что же там не так. Скорее всего, вам напишет, в чем причина ошибки. Допустим, в данном случае ошибка в том, что я перезаписываю константу. Теперь давайте познакомимся с еще одним видом переменных. Переменная var.
Сразу уточню, что var это устаревшая переменная, и в коде мы ее использовать больше не будем. Если вы видите это в коде, это означает, что вы смотрите на какой-то очень старый код. Визуально var выглядит примерно вот так. Var he равно hello. Как мы можем заметить, здесь я объявил переменную с помощью слова var. Вот так оно выглядит. Сразу скажу, что вообще вам нужно знать все особенности этой переменной, но сейчас вам это не нужно. А нужно только для того, что когда вы пойдете на собеседование, у вас могут спросить о том, какая все-таки у него особенность. Это довольно частый вопрос. Но, как правило, дальше теории знания var вам не нужны. По итогу, на данный момент мы используем два вида переменных. Переменная let, переменную, которую мы можем изменять, и переменную const, которую мы менять не можем. На этом все. Домашка, как и всегда, в описании под видео. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.